На самом деле, несмотря на то, что Господь Нрисимхадев очень яростный, he's one of the Vaishnava's favorite deities. все-таки он является одним из любимых божеством вайшнавов. His ferocious nature appears very beautiful to us. Его яростные черты характера кажутся нам очень прекрасными. It's actually stated that beauty is in the eye of the beholder. На самом деле говорится, что красота кроется в глазу созерцающего. From the material point of view, someone may not be very attractive. Может быть, с материальной точки зрения какой-то человек может быть не очень привлекательным. But in the eyes of their lover, they're the most beautiful person in the three worlds. Но в то же самое время в глазах своих возлюбленных такие личности являются самыми прекрасными во всех трех мирах. So that's a perverted reflection. И по сути дела это является искаженным отображением of how the devotee perceives the supreme personality of God. того, каким образом преданный воспринимает верховную личность Господа. Of course, it's very easy to appreciate that Krishna is supremely beautiful. Конечно же, нам вовсе не сложно понять, что Кришна обладает самой изысканной красотой. In his Tribhanga Sundar, in his threefold bending form, Когда он является к нам в своей форме Трибанга Сундара, форма, with his Murlidhar flute, когда он играет на флейте his Мурлидар, Vajjayanti garland, когда его украшает гирлянда his Ваджаянти, lotus eyes, у него прекрасные лотосоподобные глаза, his lips red like the bimba fruit, и его губы алы, как плод бимба, his teeth just like pearls, его зубы в точности подобны жемчужинам, always surrounded by humming bumblebees и его всегда окружают жужжащие шмели and very sweet loving devotees и очень приятные, любящие, преданные. in the transcendental land of Sri Vrindavan Dham. Все это происходит в трансцендентной обители Шри Вриндавана Дхама. Only the most hard-hearted, sinful person's heart will not melt upon hearing these wonderful descriptions of our beloved Krishna. И лишь сердца самых заскорузлых грешников не растают, когда они услышат такие прекрасные описания Господа Кришны. But Lord Nrsimhadev, his countenance, his appearance is not exactly like that. Но явление Господа Нрисимхадева на самом деле не очень похоже на это описание. He doesn't have that sweet Brajbasi smile on his face. Он не улыбается такой прекрасной улыбкой, как все браджабаси. As Krishna gives a sidelong glance to the gopis. Когда Кришна бросает взгляды искоса на гопи. You see, Nrsimhadev's eyes are red hot with anger. Можно видеть, что глаза Господа Нрисимхадева покраснели от гнева. And when you smile, only a little bit of your teeth are showing. И при улыбке немного показываются зубы. But when you're angry, all your teeth are showing. Но когда личность разгневана, тогда можно видеть все зубы. All 32 teeth. Все 32 зуба можно видеть. So Nrsimha, he's anger personified. В общем, Нрисимха является олицетворением гнева. He's anger personified. Of course, he has different stages of anger. Это олицетворение гнева. Конечно же, есть разные стадии гнева. When he's with Prahlad Maharaj, Допустим, когда он вместе с Прахладой Махараджем, he's Santa Nrsimha. его называют Шанта Нрисимха. Shanta, Shanti. Шанта или Шанти. Shantushti. Shantushti means one who's possessed of the quality of peacefulness. Также его называют Шантушти, тот, кто полностью умиротворен. And Shanti, 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 peaceful. So Shanta Nrsimha means that he's not growling, he's purring. Шанта Нрисимха – это не тот Нрисимха, который рычит, а тот Нрисимха, который мурлыкает. Like you pick a little kitty cat up. Допустим, представьте, вы берете на руки маленького котенка, You take him and начинаете его гладить. Nrsimhadev is like that with Prahlad. Когда Нрисимхадев находится рядом с Прахладом, он ведет себя точно так же. Although he's generally so hot И несмотря на то, что обычно он настолько раскален with anger от гнева at the demoniac на демонов, who always harass the innocent которые постоянно преследуют невинных in this world, в этом мире, that in some temples in India they cover him with cool sandalwood paste the whole year. он настолько разгневан, что в некоторых индийских храмах его покрывают в течение целого года сандаловой пастой, охлаждающей сандаловой пастой. There's actually one temple, Vishakhapatnam. На самом деле есть один храм, который называется Вишакхапатнам. Vishakhapatnam, I think there's one temple where the deity of Nrsimha, he's so red hot with anger. На самом деле в одном из храмов Вишакхапатнам есть божество Нрисимхадева, которое настолько раскалено, буквально до красна раскалено от гнева, That the pujaris are afraid that his anger
will burn the entire universe. Что Пуджари боятся, как будто его гнев может спалить всю Вселенную. As does Lord Shiva's anger at the end of the cosmic manifestation. Точно так же, как это делает Господь Шива, своим гневом сжигает всю Вселенную в момент уничтожения. Shiva dances one dance with his drum, and he is twirling so quickly he creates heat, which destroys the entire cosmic manifestation. Шива начинает особый танец, он играет на своем барабане и крутится настолько быстро, что это создает невероятный жар, невероятное пламя, которое сжигает, пожирает все творение. So the pujaris in Vishakhapatnam are so afraid that their Nrsimhadev will burn up the universe, that they cover him every day with a film of sandalwood paste. И пуджари Вишакхапатнам настолько боятся, что их Господь Нрисимхадев спалит своим гневом всю Вселенную, что каждый день они покрывают его слоем сандаловой пасты. So if you come there after 200 or 300 days of the year, you'll see this big block of sandalwood paste. That's all you see. И вот когда проходит 200 или 300 дней с начала Нового года, вместо Нрисимхадева можно видеть просто громадный ком сандаловой пасты. And one day a year, they break open the sandalwood paste, take it away, and bathe the deity. И лишь один раз в году они раскалывают всю эту сандаловую пасту, всю эту целую глыбу сандаловой пасты и омывают божество. And hundreds of thousands of pilgrims come to get the darshan of the Lord, who's only visible that one day of the year. И в этот единственный день в году собираются многие сотни и тысячи паломников для того, чтобы получить даршан Господа, который можно видеть всего лишь один раз в году. And the whole day they never stop pouring cool water on him. И в течение всего дня пуджари не прекращают поливать божество холодной водой. Pouring cool water and fanning him with chamara. Они поливают на него холодную воду, омахивают чимарами. Keep him cool, keep him cool. Для того, чтобы остудить его. Like when someone's angry, you say, cool down, cool down. Допустим, если кто-то начинает гневаться, ему сразу говорят, остынь, остынь. So the Nrsimhadev's countenance is not like Krishna's. И по сути дела, Господь Нрисимхадев своим поведением отличается от Кришны. Although he is Krishna. Несмотря на то, что он сам Кришна. Ete chamsa kalo pumsha Krishnashtu Bhagavan Swayam. That all the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions, but Krishna is the original personality of Godhead. Все упомянутые выше воплощения являются полными частями, либо частями полных частей, но Кришна является изначально верховной личностью Господа. There are limited expansions of the Lord who come into this material world for various purposes. Существует бесконечное количество воплощений Господа, которые приходят в этот мир с разными целями. They're called avatars. Эти воплощения называются аватарами. Krishna's avatari. Кришну называют аватари. He's the source of all incarnations. Он есть источник всех воплощений. So there's really no difference between Krishna and Nrsimhadev. И по сути дела нет никакой разницы между Кришной и Нрисимхадевом. Nrsimhadev is simply an expansion of Krishna, a particular mood of Krishna for a particular purpose. Нрисимхадев на самом деле является просто экспансией Кришны, определенной формой Кришны в определенном умонастроении. So we may think, oh, but this form, this ferocious form with teeth and eyes red hot like copper. Но кто-то может подумать, что это же за живое существо, которое настолько разъярено и чьи глаза раскалены как медь. How can he be attractive? Как же такое существо может быть привлекательным? But again, beauty is in the eye of the beholder. Но снова можно повторить то, что красота на самом деле кроется в глазах созерцающего. Ultimately, the devotee of the Lord, he understands that Lord Nrsimhadev is like the lioness. В высшем смысле преданные Господа понимают, что Господь Нрисимхадев подобен льву. The lioness, according to Sridhar Swami, who's the original commentator on Srimad Bhagavatam, Подобно львице. И вот согласно утверждениям Шридхара Свами, который первым написал комментарий к Шримад Бхагаватам, the lioness is very ferocious to the other animals in the jungle. Львица на самом деле очень яростна по отношению к другим животным, которые живут в джунглях. Yet she's very, very kind to her kittens, to her cubs. И в то же самое время львица всегда очень нежно относится к своим львятам. Right? She's very, very kind to her own cubs. Родители львы всегда очень добры по отношению к своим маленьким львятам. That same mouth with huge teeth which tears apart the other frightened animals in the jungle for food.
Та же самая пасть, из которой торчат ужасающие зубы, раздирающие в клочья животных, которые живут в джунглях ради пищи. That same jaws of death Эти же самые челюсти смерти are the shelter of her kittens. становятся прибежищем для маленьких львят. She picks her little cubs up and very softly, gently she carries them, puts them here, carries them, puts them there. Львица очень нежно своими зубами берет своего маленького львенка, переносит его с одного места на другое. And they suckle milk from the lioness. И львята сосут молоко, материнское молоко. And they play with her. Sometimes they slap her, the mother, to play. Они играют с мамой, иногда даже играючи, они шлепают свою маму. Well, kittens are playful, so they slap mommy like that, and mommy could go. Иногда бывает так, что котята играть со своей мамой тоже задевают ее и шлепают. Конечно, мама могла бы отнестись с ним гораздо серьезнее. But when the little cub or little kitten slaps the mommy tiger, she falls over like she's dead. Oh, you got me. Но когда маленький львенок случайно играя шлепает свою маму, мама переворачивается на спину, как будто ее победил львенок. Да, ты меня победил. So this is the analogy which Sridhar Swami has given us. Вот такие примеры приводит Шрилы Свами. That the lioness is ferocious to the other animal, but to her cubs, she's like love personified. Львица совершенно беспощадна по отношению к другим животным, но по отношению к своим львятам она является воплощением доброты. When the water buffaloes in the jungle, they see the lioness, they see death personified. Буйволы, замечая в джунглях львицу, воспринимают ее как олицетворение смерти. But when the little cubs see the lioness, they see love personified. Но когда маленькие львята смотрят на свою маму, они видят ее как воплощение любви. And so it is with Lord Nrsimhadeva. И то же самое можно сказать в отношении Господа Нрисимхадева. When the demons, they see Lord Nrsimhadeva, they can only see but death personified. Демоны, завидев Господа Нрисимхадева, вспоминают лишь об воплощении смерти. Ugram viram mahavishnu jvalantam sarvato mukham sringam bhishanam badram mrityor mityam namamyaham. Mrityor mityam namamyaham means that he is the death of death. Мритёр мритюм намамахам означает, что он является смертью самой смерти. That no one can overcome the Supreme Personality. Никто не в состоянии победить Верховную Личность Господа. And so when Hiranyakashipu, who thought he was all-powerful, saw the form of Nrsimhadeva, И когда Хираньякашипу, считавший себя всемогущим, вдруг увидел форму Господа Нрисимхадева, he knew that his end had come. он понял, что пришел его конец. Because he was a great tyrant. Потому что он был великим тираном. He was harassing every innocent creature in the universe. Он преследовал все невинные живые существа, невинных жителей этой вселенной. Who is considered innocent or harmless? Какие живые существа считаются невинными или безвредными? To be protected. Которых нужно защищать. Old people. Это старики. Brahmins or priests. Брахманы или священники. Cows. Коровы. Women. Женщины. And children. И дети. Because they're weaker by nature, they're not so physically strong. Потому что эти живые существа слабее, согласно своей природе, они слабее физически. And because they're often the object of abuse by those who are powerful and demoniac. И из-за того, что они часто становятся жертвами могущественных, сильных демоничных личностей. Just like women, or rather children, are very much abused in the says, or even killed in the womb. Как, например, детей зачастую подвергают насилию, даже убивая их в чреве матери. Women are easily exploited. Женщин запросто эксплуатируют. The husband or the boyfriend gets them pregnant and then leaves them. Бывает так, что мужья или просто друзья зачинают в чреве своих жен или подруг детей, после этого просто покидают их. To fend for themselves in this difficult world. Для того, чтобы позаботиться лишь о самих себе в этом сложном мире, в этой трудной жизни. And cows are killed to eat. Точно так же коров убивают просто ради пищи. And Brahmins are persecuted. Брахманов казнят. Those who are actual Brahmins, who are actual representatives of God, they're pure persecuted in the age of Kali. Настоящих брахманов, настоящих преданных Господа в эпоху Кали преследуют. Religion becomes irreligion. Безбожие становится религией.
and irreligion becomes the religion. а религия становится безбожием. So those who are actually representing spiritual principles, they're very often harassed. И вот настоящие представители религиозных принципов зачастую преследуют. So the primary person in all this abuse was Hiranyakashipu. И, конечно же, основоположником всего этого насилия был Хираньякашипу. He was so powerful that no one could oppose him. Он был настолько могущественным, что никто не мог противостоять ему. No one. Никто. Even the total power of the demigods themselves could not oppose Hiranyakashipu. Даже все полубоги не могли противопоставить свои объединенные силы мощи Хираньякашипу. So there was only one solution to the problem. Поэтому для этой проблемы существовало лишь одно решение. Krishna помоги! Krishna help! Кришна, помоги! Yada yada hi dharmasya ghanir bhavati bharata adbhutanam dharmasya. Whenever and wherever there's a decline in religion and increase in irreligion, Krishna says, at that time I come. Кришна говорит, когда преобладает безбожие, когда забываются религиозные принципы, я сам не схожу в такой ситуации. So if required, the Lord will come. Если необходимо, Господь придет. If it's really required, He will come. Если это на самом деле будет необходимо, то Господь придет. So when the demoniac become more prominent or more prevalent or more powerful than the devotees of the Lord, this is a cause for Krishna to appear. И вот когда демонические силы, демонические личности начинают преобладать над преданными Господа, это становится импульсом для Кришны, это вызывает явление Кришны. Because ultimately Krishna is the upholder of religion. Потому что в конечном итоге именно Кришна поддерживает религию. In fact, when religion decreases to the point where people are simply engaged in sinful activity, Krishna comes personally to reestablish religion. И на самом деле, когда религия деградирует просто до такого уровня, что все люди потакают своим чувствам, Кришна является для того, чтобы поддержать религиозные принципы. One of his reasons is to come and reestablish religious principles. Одна из причин явления Кришны заключается в том, что он хочет восстановить религиозные принципы. So, when Lord Nrsimhadeva appeared, итак, когда явился Господь Нрисимхадев, Hiranyakashipu knew that he had met his end. когда Господь Нрисимхадев явился, то Хираньякашипу стало ясно, что ему пришел конец. Now, no one thinks death is something wonderful. Никто не относится к смерти как к чему-то замечательному. I think it's safe to say that in the material world, everyone, every living creature is afraid of death. Я думаю, точнее было бы сказать, что в материальном мире все живые существа, все до единого страшатся смерти. Except, of course, the devotee. Ну, конечно же, кроме преданных. Prabhupada said only two persons are not afraid of death. Прабхупада сказал, только две личности не боятся смерти. A pure devotee Чистый преданный and a fool. и глупец. A pure devotee is not afraid because he said, okay, come on, back home, back to Godhead. Shri Vrindavan Dhamma ki jai. Чистый преданный не боится смерти, потому что он просто скажет в момент смерти, ага, обратно к Богу, Шри Вриндаван Дhamma ki jai. But those who are on the bodily concept of life, who identify with the body and think the purpose of life is sense gratification, Но те личности, которые пребывают на телесном уровне жизни, которые отождествляют себя с телом, и которые считают, что целью жизни является наслаждение чувств, they place all their hopes on такие this личности body. все свои надежды помещают в свое тело. When they see death, it means Они everything's связывают finished. с телом. И при приходе смерти они думают, что совсем покончено. So, Hiranyakashipu, when he saw Lord Nrsimhadeva, И когда Хираньякашипу увидел Господа Нрисимхадева, he was afraid. он был испуган. He saw death personified. Он увидел воплощение своей It was going to смерти. take everything away from him. Эта смерть должна была лишить его всего. So, that was his situation. Вот в такой ситуации оказался Хираньякашипу. Now, when Lord Nrsimhadeva appeared from the pillar, И теперь, когда Господь Нрисимхадев вышел из колонны, he wasn't Murlidhar. он был не Мурлидхаром. He wasn't the darling son of Yasoda. Это было не сокровище мамы Ишоды. Yasomati nandana brajajana. Yasomati nandana Gokula ranjana kana Amala harinam Amiya vilasa. All these sweet Vrindavan pastimes. No. Описываются эти прекрасные вриндаванские игры, но они относятся не к данной ситуации. He was Ugra.
Нрисимхадев был He came out of the pillar. каким он вышел из колонны. Right, his mane was like on fire. Его глаза, его грива как будто бы пылала. And the pillar burst into thousands of pieces. И колонна разлетелась на тысячи кусков. And his scream, his shrill scream, А его рев, Sridhar Swami describes, it caused the wives of the demons to have miscarriages. Шридхар Свами описывает, что этот рев, из-за этого рева у жен демонов случились выкидыши. And Prahlad? А Прохлад? Wow. Now no one had ever seen the Nrsimhadeva before. До этого никто еще не видел Нрисимхадева. Right? It's described in Bhagavatam that a form never before manifest. В Бхагаватам описывается, что до этого такой формы никто еще не видел. Of course we know Narsingha is eternal. Ну, конечно же, мы знаем, что Господь Нрисимхадев вечный. As his planet in the Vaikuntha region is also eternal. Точно так же, как его планета среди Вайкунх тоже является вечной. And as Prahlad Maharaj is eternal. И точно так же, как Прохлад Махарадж тоже вечный. So how is it said that this was a form never before seen? Так почему же утверждается, что данную форму никто еще не видел? It appears to be a contradiction. Кажется, звучит противоречиво. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in commenting on Krishna's Vrindavan pastimes, Но все-таки Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя игры Кришны, has stated that the nature of Yoga Maya, утверждает, что природа Йога-майя такова, which is the spiritual potency of the kingdom of God, Йога-майя является духовной энергией в Царстве Бога, makes things such that whenever you see Krishna, when you wake up and see Krishna that day, it's like the first time you ever saw Krishna. Йога-майя устраивает таким образом, что каждый раз, когда преданные видят Кришну, когда они просыпаются по утрам, встречаются с Кришной, им кажется, что это их первая встреча с Кришной. And the cowherd boys, they come when Krishna is being bathed in the morning. Когда приходят мальчики-пастушки к Кришне, когда Кришна принимает омовение по утрам, Although they've been coming to that Abhishek since eternity, несмотря на то, что эти мальчики-пастушки посещают эту абишеку с начала вечности, due to the influence of Yoga Maya, they think this is the first time they're ever getting to go. все-таки из-за влияния Йога-майи они каждый раз считают, что попадают на эту церемонию в первый раз. Because you know the nature of first time. Вы знаете, как воспринимается событие в первый раз. Even in this perverted world, Даже в этом извращенном мире. the first time you do something nice, it's so wonderful. Если вы в первый раз занимаетесь, делаете что-то очень хорошее, то для вас это кажется таким замечательным. You have a best friend. You remember the first time you met your best friend, you stayed up all night and you laughed and joked and you just became good friends so fast. Допустим, вы встречаетесь с какой-то замечательной личностью, вы проводите очень много времени просто смеясь, разговаривая, можете провести всю ночь, вы очень быстро становитесь друзьями, так быстро все это происходит. The first time you went to see Babushka Или in her new house in the country. Первый раз вы едете в гости к бабушке в ее новый дом в деревне. The first time you went to summer camp, what do you call that, the scouts here? Pioneers. В первый раз, когда дети едут в пионерский лагерь. First time you rode a horse. В первый раз, когда катаетесь на лошади. After 5 or 6 times, no big thing. Через 5 или 6 раз это уже не представляет ничего особенного. But the first is the best. Но в первый раз всегда лучше всего. Just like Prabhupada says in the Bhagavatam that the first woman, the first man that a woman falls in love with, she never forgets him. Как Шрила Прабхупада говорит в Шримад Бхагаватам, что тот мужчина, в которого женщина влюбляется в первый раз, никогда больше не уходит из ее памяти. Of course, we want to forget all that business. И, конечно, мы хотим позабыть обо всех этих делах. We want to love Krishna. Мы хотим полюбить Кришну. And one special feature of the spiritual sky И вот особой чертой духовного мира is that every day is the first time. является то, что каждый день все там случается в первый раз. Vrindavan just comes awake with the rising of the sun. Вриндаван просто пробуждается с восходом солнца. And all the trees are fresh with flowers and humming bees. Все деревья покрыты свежими цветами и окружены жужжащими пчелами. And there's a fresh, clear breeze blowing. И во Вриндаване дует свежий, прохладный ветерок. And the birds are chirping so sweetly. И птички чирикают так сладко. Very special atmosphere. Такая особая атмосфера. And all the Brajabasis wake up.
пробуждаются все в Раджабасе. And they start performing those activities that they've been performing since the beginning of time. И они посвящают себя той же самой деятельности, которой занимаются с начала времени. But the feeling is it's the first time. Но им кажется, что все это происходит в первый раз. Isn't that nice? Не правда ли замечательно? There's so many special features of the spiritual world we can look forward to. В духовном мире есть так много особых привлекательных черт и качеств, нам есть к чему стремиться. Mahamaya causes us to forget Krishna and make every day very boring and dry. Махамая заставляет нас забыть о Кришне. Махамая каждый день нашей жизни делает очень скучным, сухим, болезненным. But Yogamaya, she makes every day new and fresh, full of color and hope. Однако йога-майя делает каждый день очень свежим, новым, наполняет его радостью, красками и надеждой. So every time's the first time. Каждый раз все, что бы ни случилось в духовном мире, кажется, как будто это случается в первый раз. Shri Vrindavan Dhama ki! So, that helps us understand, that's one way we can answer the question, how is it that if Nrsimha is eternal, and Nrsimha's planet is eternal, and Prahlad's eternal, that the Bhagavatam says this is the first time the form was manifest? Своего рода это писание является ответом на вопрос о том, почему же в Шримад Бхагаватам говорится, что Прахлад и Нрисимхадев, несмотря на то, что они являются вечными, все-таки говорится, что Нрисимхадев явился в этот раз как бы впервые. Because Yoga Maya. Это все из-за йога-майи. Yoga Maya is always serving the pure devotee, making his relationship with Krishna deeper and deeper and deeper. Йога-майя всегда служит чистым преданным, позволяя им все больше и больше углублять свои взаимоотношения с Кришной. Obviously, it wasn't the first time when Nrsimhadev appeared. Совершенно очевидно, что это явление Господа Нрисимхадева было не первым. If you read the Nrsimha Purana, если вы почитали бы Нрисимха Пурану, you'll read the same pastime happens again and again and again and again. Вы бы узнали о том, что эта же самая игра, эта же самая лила случается снова и снова. Right? Like Krishna's pastimes are taking place right now, somewhere in this universe, on another planet. Правильно, как, допустим, игры Кришны точно именно в этот момент проходят сейчас где-то в этой вселенной на другой планете. Right now, Krishna's killing Putana witch. В данный момент Кришна убивает демоницу Путану. Right now, Krishna's getting lost in the forest with his brother Balaram, and Sandipani Muni is looking for them. Именно в этот момент Кришна где-то заблудился в лесу с Баларамой, и Сандипани Муни ищет его. As the sun sets on the horizon, but appears someplace else on this planet. Как только солнце садится где-то за горизонтом, в этот же самый момент оно встает где-то в другом месте. So Krishna appears from our external vision in this planet, but immediately appears as pastimes on some other planet. Когда Кришна исчезает из поля нашего зрения в этом мире, он немедленно появляется где-то в другом месте. And when one becomes perfected in Krishna consciousness, before going back home, back to Godhead, и когда кто-то достигает совершенства в сознании Кришны, перед тем, как отправиться обратно в духовный мир, one takes birth on that planet where Krishna's pastimes are taking place, gets trained up by those local devotees, and then goes back to it. Такой преданный рождается именно на той планете в этом материальном мире, где проходят игры Кришны. Такой преданный получает подготовку под руководством других преданных, которые служат Господу, и после этого уже он отправляется в духовный мир. So as Krishna's pastimes are taking place again and again, so is Nrsimha. Точно так же, как игры Кришны повторяются снова и снова, то же самое можно сказать по поводу игр Господа Нрисимхи. But there may be a little variant, a little difference each time he appears. Но вполне возможно, что каждый раз, когда Господь Нрисимхадева является, его игры слегка проходят иначе. Like I read one of those occurrences that Nrsimhadev doesn't appear from a pillar. Допустим, я читал одно описание игры Господа Нрисимхадева, явления Господа Нрисимхадева, в котором говорится, что он вышел не из колонны. In one appearance, Hiranyakashipu is holding a lotus flower. И в этом описании, в повествовании говорится, что Хираньякашипу держал цветок лотоса. You think your God is everywhere? Is he also in this lotus flower? Неужели ты думаешь, что Господь пребывает повсюду? Может быть, ты скажешь, что он находится в этом цветке лотоса? Prahlad says, sure, Daddy, sure, Pita. Прахлад говорит, конечно же, папуля. He's everywhere. Он находится повсюду. Well, if you come, let him come now, smash this lotus flower. И Хираньякашипу, говоря, если он находится здесь, пусть он появится сейчас же. С этими словами он разбивает цветок лотоса.
And you would be very surprised if a half man, half lion came out of this flower. Вы, наверное, бы достаточно сильно удивились бы, если бы из этого цветка появился получеловек, полулев. So you can imagine how surprised was Hiranyakashipu. Представьте себе, насколько был поражен Хираньякашипу. Another time, another occurrence I read, Nrисимхадева just walks into town. Также я читал другое описание, в котором говорится, что Господь Нрисимхадев просто входит в город. He's walking through the streets and he's killing demons left and right. Он идет по улицам города, убивает демонов налево и направо. And Hiranyakashipu gets word that, you know, Nrисимхадева is coming through town, and he gets all afraid, and then they meet in the palace and fight. И после этого до Хираньякашипу доходит слух о том, что в городе появился Господь Нрисимхадев. Хираньякашипу сразу же становится очень испуганным, потом в конце концов все завершается схваткой во дворце. So when Prahlad saw Nrисимхадева coming from the pillar, И в общем, когда Прахлад увидел Господа Нрисимхадева, появляющегося из колонны, his immediate thought, он в первую очередь подумал: Krishna, you are achintya. Кришна, ты очинтья, You are inconceivable. ты непостижим. It's simply amazing how you've taken this. Amazing. This is a very beautiful form. Это удивительно, как ты принимаешь такую непостижимую форму. Это такая прекрасная форма. It's an appropriate form Это очень подходящая форма. for killing the king of Asuras, Форма, которая подходит для того, чтобы убить царя демонов, who has a асуров, boon by which he thinks he's immortal. который получил благословение и, возгордившись им, счел себя бессмертным. You have taken a form which will prove that he is mortal, Ты принял форму, которая станет подтверждением его смертности. to prove that you are бренности. God and he is your servant. В этой форме ты подтвердишь то, что ты являешься Верховным Господом, а Он всего лишь твоим слугой. And you have taken an appropriate form, Ты принял подходящую форму, because that form is actually in the heart of every living entity. потому что, по сути дела, эта форма находится в сердце каждого живого существа. As we chant every morning, Nrsimha is here, Nrsimha is there, Nrsimha is everywhere. He's in my heart. Каждое утро мы поем: Нрисимха пребывает тут, Нрисимха пребывает там, Он повсюду, Нрисимха в моем сердце. Such a form is appropriate for dealing with those material desires that we have in our heart. Такая форма очень подходит для того, чтобы разделаться со всеми скопившимися в сердце материальными желаниями.